внески. Часть внески, которая за первичную установку счетчика, то есть ее платят новые, будут, там где впервые ставится счетчик. И за обслуживание уже от органы местного самоуправления будут для каждого дома отдельно считать плату. Для каждого дома, чтобы абонентскую плату за обслуживание счетчика, чтобы как бы социальную равность уже была, то есть и справедливость была, социальная справедливость в этом вопросе. А будет как-то учитываться то, что раньше люди поставили на свой счет? Да, они не будут платить уже из тарифа, это изымаем, и люди платят взносы только лишь за обслуживание счетчика. Они не платят за установку счетчиков кому-то. Не платят за установку счетчиков себе. То есть уже все. То есть счетчики есть, они платят только лишь, скажем так, абонентский взнос на обслуживание его. Индивидуальные приборы учета. Индивидуальные приборы учета, если, это частная собственность. Я думаю, что вы понимаете, и все индивидуальные счетчики должны ставиться за счет потребителя. То есть здесь от этого никуда не уйдешь. Они также законом не запрещено заключить договор с исполнителем услуг на то, что он будет их обслуживать и все остальные вещи. То есть могут, да, дополнительная плата за это взиматься на какой-то определенный период времени, и чтобы как бы снивелировать плату общую, если там нужна замена или еще что-нибудь. И индивидуальный учет у нас идет не коммерческий, он идет распределительный. Что у нас по распределительному учету? Если у нас часть помещений оборудована счетчиком, кто-то не хочет себе ставить счетчики, весь небаланс по дому, то, что показания общедомового за вычетом, если берем тепловую энергию, за вычетом мест общего пользования или на приготовление горячей воды. Весь небаланс разбрасывается на тех, кто у нас без прибора учета. Также и по воде, по горячей и по холодной. На общедомовые нужды и весь небаланс, который, то есть, по показаниям счетчиков, ложится на тех, кто без счетчика. То есть это будет стимулировать поставить счетчики. Вот такие моменты. Что еще? Какие нововведения будут у нас? Вот у нас есть обычная платежка, которая сейчас приходит. Это информация про споживача коммунальной услуги, реквизиты исполнителя услуг, период, на который здесь осуществляются расчеты и общая сумма к оплате. Какие нововведения? Здесь будут дополнительно к счету данные. Это объем потребляемой услуги за аналогичный период предыдущих годов, если он есть. То есть новые дома, понятное дело, то есть пока наберется у нас массив данных, потом уже будет предоставляться. Также средний размер потребления услугой другими потребителями, такими же потребителями, как вы, но в других квартирах, чтобы вы видели, что кто-то может все-таки меньше, кто-то больше экономит там. Стимулирует, да, себя будешь, ты уже будешь думать, что я могу все-таки прикрутить немножко. Правильно я понял вас, что планируется отойти от ситуации нормы потребления воды, исходя из площади или количества людей? Нет, количество людей будет. Но да, мы хотим от этого отойти. То есть 27-я директива у нас напрямую обязывает, у нас обязательство есть прямое, чтобы был обязательно, как коммерческий учет, это общедомовой. Также у нас должен быть распределительный учет, это индивидуальный. То есть к какому времени вы планируете отказаться от этой системы нормирования? От нормирования, то есть уже к 2018 году. Но это законопроект. Это законопроект. Это же еще от законопроекта. Я вам по секрету скажу, что индивидуальные приборы учета, там, скорее всего, будут депутаты сейчас думают, может быть, на год еще отсрочку дадут, то есть до 2019 года. На индивидуальные учета. А там уже не им. Да, он уже принят в первом чтении, то есть вы можете с ним ознакомиться. Сейчас ведутся работы в комитете ЖКХ Верховной Рады. А кто подал законопроект? Депутаты. Депутатский.
Да, депутатский. Также у нас будет То есть это касается воды и чего еще? вода и тепло. Этот закон ограничивается только водой и теплом. То есть горячая холодная вода и тепло. Газ, есть отдельный у нас закон, который учет газа. По электроэнергии у нас будет кодекс по электроэнергии. Поэтому здесь мы ограничились с небольшим пулом коммунальных услуг, которые действительно они отличаются от как электричества, так и газа. Нет у нас потерь газа в внутридомовых сетях, у нас нет потерь электроэнергии в внутридомовых сетях, поэтому здесь есть свои моменты. Поэтому эти услуги мы могли объединить в некий пул. Один вопрос. Также у нас будет задолженность, она и сейчас показывается, и рекомендации обязательно должны быть по повышению энергоэффективности. Скажите, тут очень интересная ситуация, мы уже коснулись электроэнергии, когда облэнерго каждый отвечает за сети до входа в дом, а внутридомовые уже отвечают владельцы дома, там, то ли тот, кто его обслуживает, то ли ЖКС, то ли СМД. Вот это очень интересная двойная система, которая кроме, я не возьму с учет Восточной Европы, но в Западной Европе, в Штатах они даже не понимают, о чем я с ними говорю. Я не могу им этого объяснить. На Западе новые сети обслуживает исполнитель услуг. Совершенно верно. Да, значит, как и многое другое. Скажите, нет ли законопроектов, которые предполагают передать внутренние сети облэнерго, чтобы снять вот эту вилку, когда одни валят? Я думаю, что это не будет, потому что это общая собственность, и, скорее всего, будет заключаться либо ОСББ будут заключать договора с облэнерго, но это как бы общая Я собственность. почему спросил? Потому что перепады напряжения облэнерго сбрасывает все жалобы. Я не знаю, как где, в Новодевской области, исключительно на... У меня то же самое. У меня такие же перепады в сеть. Киеве. У меня сеть от 210 вольт до 270 вольт скачет. Совершенно верно. Если, значит, делают они это только потому, что внутридомовые сети не отвечают. То есть в данном случае нет возможности передать их... Нет, в данном случае это две властности, вы понимаете? Есть собственность, властность собственника. общие сети, которые принадлежат облэнерго. Есть внутридомовые сети, это которая властность, собственность всех жильцов. То есть это поэтому вы можете заключить договора на их обслуживание с тем самым облэнерго и обслуживать сети внутридомовых. Никаких вопросов нет. Спасибо. Есть еще что, какие-то вопросы? А учет газа, вот уйти от кубов на... Честно говоря, это немножко, да, это ближе к... Виктор, есть вопрос? К НКРЕ и к Минэнерго. Понятно. Да, по данным вопросам. Есть вопрос? Да. Скажите, можно вас попросить представляться? Украинское радио. Давайте я Вопрос. В этом году еще по СНД могут попасть на лишкодувание? Да, конечно. В этом Какого году еще можно ОСББ. заключить, завершить эти работы? Вы завершили работу, если Нет, вы... еще нет, допустим. Вот есть, планирует же мной, если работать. Смотрите, 2 месяца. До 30 ноября, пожалуйста, успевайте. Понятно. Потом, потому что вы же понимаете, что бюджетный год, то есть 2 месяца проходит, это 12, Новый год, бюджетный год закрывается, и потом получается, то есть часть денег, которые остаются, перекидывается на следующий год на программу, пройдет еще, сколько, если сейчас я попробую найти слайд. Нет, а если, скажем, рассчитывать законченные работы в этом году, что в следующем получат компенсацию, это возможно или нет? Да, вы получите компенсацию. Передбачено законопроект. Да, смотрите, то есть вот у нас 2017 Новый год, да? Не, я имею в виду, что... Первая часть, то есть вот, у нас практически 3 месяца бюджетного года выпадает. То есть закрывается бюджетный год, закрывается бюджет. Пока деньги, то есть новые паспорта бюджетных программ на следующий год оформятся, то есть это проходит какой-то определенный период времени. Поэтому то есть, либо до
30 ноября, то есть, потому что 2 месяца на компенсацию дается, то есть пока банки подготовят все документы, придут их нам, и мы уже компенсируем через банки ОСББ. Но если в этом году завершили работы, то они как бы... Если вы уже завершили работу, вы подаете в банк. Я ничего не знаю. Я просто вот смотрю,